Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Меня просили в комментариях записать пандапад, и если честно, это уже, наверное, моя пятая либо шестая попытка записать этот гребаный пандапад. На самом деле, какая же это каторга просто записывать этот пандапад. Все зависит тупо от рандома. Ну, какой рандом, какой рандом? От скиллухи. Не знаю, надеюсь, у меня сейчас придет ранняя панда. Упадет клевер, я закину этот клевер, мне с помощью клевера, да, даже без клевера просто панда такая, ну все, Санечка, за твои страдания, вот, держи тебе сразу панду. И я такой, о да. Ну, надеюсь, она так и будет. Поэтому, ребят, держим за меня кулачки и присаживаемся все поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Ну, а кто еще не поставил свой лайк, я надеюсь, вы уже ставите свой лайк. Комментарий, естественно, не забудьте написать. Ну, а кто на меня не подписан, то подпишется. Ну, а кто может стать спонсором, то милости прошу к нашему шалашу. Так, мне упал клевер, а это означает, что правильно, это намек на то, что буду играть через пандапад. У меня есть несколько идей, как я буду играть через этот пандапад. Я один раз уже показывал когда-то очень-очень давно, еще в бородатые времена, как ты просто ставишь себе все панды и тупо 5 драконов. Возможно, в этой игре у меня таки получится сделать, а возможно не получится. Но это мы, соответственно, увидим, потому что на самом деле играть через пандапад это, ну, реально лютый рандом. И поставить 5 драконов, это тоже еще, ну, та задачка, потому что нужен будет пакт мертвецов, ну, короче, очень-очень много чего надо. Ставлю 2 скаев. Напоминаю, ребят, что когда вы ставите 2 скаев, да, и кто-то активирует способность, то они друг друга начинают триггерить и вдвоем начинают накидывать способность. Ну, если сейчас на мобах получится показать, вы увидите, как это работает. Смотрите, оп, все, пошел. И пошел еще раз. Бэмс-бэмс. Короче, они друг друга триггерят, и этот лайфхак нужно использовать. Кстати, пак мертвецов не упал, пандочка упала. Мне это нравится. Не знаю, я пак мертвецов, если честно, на старте не хочу прям брать. Вот что-что, но пак мертвецов не особо мне хочется брать. Я бы такой, чтобы вообще зарандомить, но я на самом деле возьму плащ-пальто, который дает 50 магического сопротивления, и считаю, что это один из лучших предметов второго тира. Вот у меня есть свой тир, это молнии, плащ-пальто. Ну, на самом деле, в зависимости от игры, конечно же. Поэтому... Но в целом у меня есть свой тир. Это молнии, плащ-пальто, жетон отступника, маска берсерка. Ну и, в принципе... А, еще и жетон, который возвращает 50% нанесенного по вам урона в течение там какого-то времени. Ну, который отражает, неправильно, не возвращает, а отражает урон, полученный вами, 50% в виде чистого. Вот этот вот жетон, который отражает, он идеально смотрится под синергию кунг-фу. Ну, короче. Не буду, как бы... Я надеялся, что мне сейчас Тинкер придет. Не буду, скажем так, тянуть резину. Рассказывать то, что вы и так прекрасно должны уже знать, да, сколько времени я уже снимаю контент. Ну, конечно, новенькие не совсем. Еще знают, что к чему, куда, почем. Но в целом, основная аудитория, я уверен, что знает, что куда, к чему, почем. Будем творить контент. Надеюсь, у меня получится. Хотелось бы мне, конечно, попробовать в действительности поставить 5 драконов и все панд сделать. Но для этого мне нужно будет драконы. И, соответственно, мне нужны будут драконий рог, чтобы просто добавить себе синергию. Мне, кстати, благополучно мой подписчик проверил, работает ли множество клеверов в одной панде. И он написал, что нет, не работает, Саня. Даже не пытайся, не порт себе нервы. Верю ему на слово, поэтому пытаться не буду. Спасибо тебе огромное за то, что ты это проверил. Потому что времени у меня на самом деле очень мало все это проверять. И то, что несколько клеверов в одной пане не работает, оно как бы логично. Я просто задался этим вопросом чисто из-за того, что пакт мертвецов стакается, а клевер, ну, тоже как бы, ну, тогда должен стакаться, да? Ну, это грубо говоря. Просто непонятно, по какой причине пакт мертвецов стакается. Он не должен стакаться друг на друге. Но получается, что суммируется эффект от пакта мертвецов. Не знаю, как это работает, но это как-то работает, ребят. Скорее всего, просто не забыли добавить на пакт мертвецов вот эту вот особую механику, где это уникальный пассивный эффект, который никак не увеличится. Вот. Все. Скорее всего. По крайней мере, я так думаю. Ну, либо это еще бета-версия игры. Так, ребят, меня спрашивают в комментариях и в чате, когда будут стримы. Так, первая панда пошла. Отлично. На 7-м раунде. Вообще шикарно.
Конечно, это не на втором, не на третьем раунде. Точнее, не на третьем раунде. Я, кстати, попробую сейчас клевер еще один найти. И я благополучно нахожу клевер. Так, ребят. Я, знаете, как вот этот вот енот, который руки, лапки потирая друг об друга. Ну что, контент пойдет, наверное. Тьфу-тьфу-тьфу. Держим за меня кулачки. Все вместе. Ух. Хочу пандапад устроить. Даже если я здесь зайду в топ-2, в топ-3, ничего страшного. Потому что вот, серьезно, играть на пандападе целенаправленно, ну, ты очень много, скорее всего, терять будешь. Ну тут, короче, палка о двух концах. Ты можешь играть на лютом пандападе, люто выигрывать, без шансов всех разносить и при этом иметь обалденнейшую экономику. Второй момент, это ты если будешь играть через пандапад, если он тебе хорошо будет идти, только тогда ты сможешь так разваливать. Ну а третий момент, это то, что тебе снесут башню, нечего делать. Тут, кстати, есть реликвии яиц, что идеально смотрится под пандапад. Если хорошо мне панды начнут падать, то я ранее трехзвездочные панды себе сделаю. И буду разваливать. Одна из желанных панд не упала, я хочу вторую панду, это нефритового генерала. То есть, как я вижу сейчас вот свою сборку, да? Пивная панда в 3 звезды, хитрец в 3 звезды, генерал в 3 звезды, эмбер в 3 звезды, магическая панда, он же шторм спирит, в 3 звезды, ну и, соответственно, губозакаточная машина в 3 звезды, потому что, Саня, ты охренел такие желания использовать. Но, есть, в принципе, я магическую панду, возможно, даже скипну, я в нее не особо-то верю. Она хороша только если ты будешь играть через магическую сборку. Ну и, соответственно, у тебя будут драконы, чтобы просто поставить. Ну, либо драконий рог. Оу май! Мне уже нравится. Так. Скай, прости, прощай. Ты, конечно, крутой чувак. Но мне идут панды. Тьфу-тьфу-тьфу. Кто там за меня так хорошо держит кулачки? Спасибо огромное заранее. Блин, ну походу у меня получится. Тьфу-тьфу-тьфу. Как говорится, какой бы я скилловый ни был, всегда найдется тот, кто будет меня намного-намного фартовее. Возможно, я, кстати, буду играть не через драконов, а возможно, я буду играть даже через синергию кунг-фу. Что-то на канале у меня очень много кунг-фу, но просто для того, чтобы меньше получать в табло и больше выигрывать, синергия кунг-фу будет отлично смотреться, потому что и хитрец много урона наносит, и пивная панда, и Марси, и обезьяну можно сюда будет добавить. Короче, много чего можно будет закинуть, поэтому будем пробовать. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Правильно? Я уверен, что правильно. В дальнейшем, конечно, придется сборку свою корректировать. Я сейчас хочу, кстати, если сейчас упадет бесполезные предметы, я его сразу скипну и хочу найти еще один клевер. Короче, у меня все панды будут в клеверах. Напомню, что если вы закидываете, вот у вас две одинаковые панды стоит, да, и в одной находится клевер, в другой нет, они, вот эта вот синергия пандаменов работает друг от друга отдельно. Это вдруг кто не знал. Я хоть и 1000 раз говорил за это, но все равно, кто вдруг не знал, повторение, мать учения. Вот. Работают друг от друга. Вот это вот прикольный такой момент. Поэтому даже если поставить несколько панд одинаковых, они друг от друга работают отдельно. Вот как раз мне сейчас бесполезный меч упал. Меч короля Артура. Только такой, знаете, бета-версия. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ты глянь, что идет. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Возьму башер. Возьму башер. Пригодится. На хитреца особо не пригодится, но я планирую себе синергию кунг-фу поставить заранее. Вдруг мне Марси там будет приходить. На самом деле, я думаю, через синергию кунг-фу и начать играть. Просто сделаем обалденного керри хитреца. Правильно? Я думаю, правильно. Еще я хочу баф людей поставить, но мне пока некуда поставить баф людей. А если панда сейчас хорошо будет идти, то, соответственно, будет куда поставить баф людей. Я надеюсь, никто больше там панд не будет получать, и чтобы мне просто быстренько падали эти панды. Вот знаете, какой у меня вопрос появился? Может, кто знает, может, кто спрашивал. Ёп-моё. Ребята, а что это значит? Надо ЦМ-ку убирать, ставить еще одного генерала. У меня такой вот вопрос. Есть же ограниченный пул фигур в игре.
И вопрос звучит следующий. На панд это распространяется или нет? Ну, кстати, вот этот вот один антимаг меня может порвать, несмотря на то, что у меня такой стол. Если на панд это не распространяется, то это ж лютая имба. Но я думаю, все-таки распространяется. Есть ограниченное количество фигур все-таки. Я думаю, в пуле всего лишь есть 2 фиолетовые фигуры в 3 звезды. Ну, это мне так кажется. То есть сколько это? 9 фигур, 18 фигур, мне кажется, фиолетовых всего лишь есть. Но я могу ошибаться. То есть я не могу быть 100% уверенным в том, что это именно так. Но кто вдруг знает, пишем в комменты. Мне кажется, на пандаменов это не распространяется. Еще пивная панда пришла, вообще шикардос. И Марси есть. Так, ну Тинкера можно, в принципе, и продать уже. Хотя хочется мне, конечно, поставить сейчас себе синергию волшебников, но я этого делать не буду. Ну и панду не особо хочу сейчас ставить. Пивную. Без пивной панды пока обойдемся. Мне ЦМ-ка кровь из носа необходима, так как она все-таки ману будет жестко заливать. Вот сейчас, на самом деле, какой абсурд, да? Я сижу тупо на пандападе. У меня обалденная экономика, хороший уровень. Ну, это скилл. Чистый скилл и ни грамма мошенничества. Так, а вот это вот заноза в одном месте пришла. Это плохо, это очень плохо. Он меня может вынести. У меня просто взрывать сейчас будет по КД. Знаете, что мне нравится именно нефритовый генерал, а не магическая панда? Потому что нефритовый генерал может накинуть свой стан на миллиард лет. И все. Ну да, как я и говорил, хоть у меня и панда нанесла 6000 урона, вражеский антимаг меня разрывает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Все, синергию кунг-фу ставим. Ну сейчас-то дело пойдет. Ой, дело пойдет, ничего делать. Мне нравится. Ну и, кстати, минус огромный пандападов это то, что ты не можешь синергию гритеров поставить. Зачастую против тебя может столько контроля быть, и ты вот думаешь, такой, блин, сейчас бы поставить синергию гритеров и кайфануть. А по итогу тебе, ну, ты не можешь их поставить. Не работает. Было бы прикольно, если бы они добавили предмет 5-го тира, который добавляет синергию гритеров. Это было бы мощно, но все-таки это предмет 5-го тира был бы. Вот что вы думаете на этот счет, напишите в коммент. И чтобы, вот я просто думаю, чтобы написать разработчикам предложение, добавить этот предмет в 5-й тир. Чисто, который дает синергию гритеров. То есть оставляют у тебя все твои текущие синергии, но эффект полного антиконтроля Хотя нет, это имба. Не, это имба. Даже не вижу особого смысла писать об этом. Хотя было бы прикольно иметь панду, на которой не работает ни один контроль. Зачастую проблема панд в том, что в действительности тебе нужны хорошие предметы, чтобы они тебе хорошо шли, так и тебя никто не контролил. Ну ладно, короче, это уже такое. Там, кстати, в чате и в комментариях писали по поводу стримов. Ребят, я пока не могу вести стримы. Уж что, извините меня, пока не могу. Я отвечал уже и говорил в одном из роликов, но вопросы еще повторяются. Кстати, клевер упал, вообще шикардос. Вопросы повторяются, поэтому нужно вот продублировать. А ты что, ты глянь, как оно идет, божечки. Ху-ху-ху. Сюда. Но я думаю, мана плюс 50 взять. Кстати, там 9 магов собралось. Вот это интересно. Вообще, знаете, как можно сделать? Можно тупо собирать себе шаманов. Ну, мне не очень хочется играть на шаманах. Я уже миллиард раз показывал этих шаманов, поэтому, ну... Не хочу. Не хочу, не буду. Еще один клевер. Много клеверов не бывает. Все, в каждой панде по клеверу. Отлично. Против мага у меня, в принципе, что есть? У меня есть плащ-пальто. Мне его, я думаю, будет достаточно. На 8 уровне, кстати, я бы такой, что паролить и найти Марси себе в 3 звезды. Чтобы, знаете, такой был у меня полусаппорт. Кстати, там чел на разоре нашелся после 3-го тира. Вот это вот очень плохо. Но вдруг чего, я поставлю себе 4 морских. Ля, там разор кастует от морской волшебницы. Гений.
Не, хорошо идет, мне это нравится. Ладно, я пант лучше буду ставить. Синергию кунг-фу я по-любому оставлю, но буду докидывать пант. Это будет круто. Не, чисто контент требует жертв, поэтому даже если я буду проигрывать, плевать. От слова совсем. Пчела на втором месте, 74 монетки уже. О, такой экономист. М. Эх, когда-то я запишу вам ЦК, ребят. Когда-то. Кстати, у кого был вопрос? По поводу ЦК, его пассивки, когда он критует, имеется ли отхил по чистому урону? Нет, не имеется, ребят. Не знаю, зачем разработчики добавили в эту пассивку отхил, если по чистому урону нет отхила. Хотя, на самом деле, они могли бы сделать, ну, такую особенность, что, типа, ЦК — это такой герой, в котором встроенный отхил, он активирует его, и он хилится. Оп, магическая панда сюда. Ну, как по мне, это такая недоработка с их стороны. То, что вы добавили отхил в его пассивку, но по итогу, когда прокает крит, отхила нет. Но это как мне так кажется. Мне кажется, это полный бред. Аж глаз зачесался. Ух ты, ё. У меня телефон без звука не был. Это не касса, ребята, если что. Это не касса. Не знаю, это было слышно на ну, на запись или нет. Но надеюсь, что нет. Чисто кассовый аппарат такой. Дзень-дзень. Тут, блин, вот, кстати, Мартретка тоже такая проблемная по итогу. Нормально он мне так сейчас навалял по щечкам. Просто чем Мартретка такая жесткая, это тем, что она уворачивается от урона способностей. Кайф. От урона способностей. То есть она уворачивается от способности хитреца. Вот, кстати, надо будет сейчас обратить внимание, когда нефритовый генерал будет накидывать свои камни, когда Мартретка увернется. Может ли она заэвейдить этот стан? Вот такой вот у меня вопрос. Если что, вы тоже обращайте сейчас свое внимание на то, что когда нефритовый генерал будет накидывать свои камни по Мартретке, а Мартретка увернется от урона, пройдет ли по ней стан? Вот этот вопрос меня очень интересует. Кстати, на самом деле у меня сейчас все так хорошо, у меня 72 хп, у меня почти 9 уровень. Но я буду идти в 10. Спокойно, тупо буду идти в 10. Хочу, кстати, реликвию двойных мобов. Даже если она не будет, то я бы хотел, знаете, какую реликвию? Мамору. Мамору хотел, я туда закину либо обезьяну, либо Марси. Надо, кстати, еще один клевер, магическую панду. У меня все в клеверах будут. 9 воинов. Вот это, кстати, будет немного для меня проблематично. Знаете почему? Потому что если там чел найдет себе хорошего керри, найдет хорошие предметы, то он в 9 воинов может меня спокойно порвать. Без перчатки 5 тира я этого воина не смогу вынести. Но тоже все зависит от того, какие у него еще там предметы будут. Потому что мне может даже и перчатка не помочь. Вот в чем прикол. Убийца, кстати, еще одна огромная проблема. Потому что тоже, если убийца там будет огромный, с хорошими предметами, он мою пандаманию порвет полностью. Блин, ну какой же классный этот генерал. Обожаю. Синергию кунг-фу обожаю. Так, Мамора. Берем. Берем Мамору. Чуть не активировал Мамору. Я вообще хочу обезьяну туда закинуть. Или Марси закинуть все-таки. Как же поступить? Либо ждать все-таки обезьяну, либо закидывать туда Марси. Я Марси, короче, закину. Да, да. Все. Пусть будет Марси. Марси обожаю. Это отличная девочка, которая просто как кабину рвет. Мне кажется, знаете что? Мне надо будет синергию духов здесь ставить. Против убийц. Хотя, ладно. Пока не буду спешить. Если что, то по пути соберу себе синергию духов.
Если она прям так мне необходима будет, потому что я тоже не уверен, что синергия духов не понадобится. Напомню, ребят, что в текущем патче синергия чернокнижников дает отхил по чистому урону, поэтому на синергию кунг-фу отлично работает. И если синергия духов будет срабатывать на пандах, то есть вражеские фигуры будут бить вашу панду, ну, допустим, хитреца, да, и сработает синергия духов, то туда же распространяется синергия кунг-фу. Когда вы нанесете 2 тычки, сработает синергия духов, отнимется 25% от максимального здоровья, и, соответственно, есть вероятность, что сработает синергия кунг-фу. Вот так вот. Кто вдруг не знал. Кстати, можно сейчас убрать волшебников полностью, поставить туда еще панду сверху. Вы просто понимаете, волшебники дают мне вариативность, и вдруг тут маг будет сейчас огромный. С бухты-барахты нарисуется маг, который будет разрывать. Ну, по идее, я волшебников, если что, смогу докупить. Ставить или не ставить? О, чел завесу активировал, понял. Ля, как оно идет. Хорошо, хорошо. Мне нравится. Я доволен. Воин, кстати, там не вылетает. Воин живет. Это плохо. Надо будет против воина что-то думать, потому что то же самое воин может собрать себе, я говорю, дума сильного, который будет накидывать свой дум в моего хитреца. Да не только в хитреца, во всех кого угодно накинет и все, и будет печально. Будут сопли и слюни лететь в разные стороны. Ладно, сейчас 10 выйдем. Там начнем потихоньку ролить. Посмотрим, что там вообще в целом за легендарки будут в пуле. Не-н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 е. Кто нашел? Тоже, кстати, воины жесткие, потому что тут можно морских поставить. И видите, сколько мне урона сейчас прилетело просто чистого от этого воина. Он мне чисто, если что, обраткой только что уничтожил. Так, тут будет разор. Так, хорошо. Марси, отлично. Вот это то, о чем я говорил. Ладно, обезьяну, короче, продам, не буду обезьяну собирать. То, о чем я говорил. То, что воин может меня обраткой уничтожить. Это у меня просто хитрец только что пролетел по всем. Накинул свои, ну, грубо говоря, метки. Нанес урон и половину всех хп просто сбрил. Вот это вот огромный минус. Возможно, надо будет перчатку искать. Ну, посмотрим. Я пока спешить не буду. Возможно, я поставлю вообще чернокнижников и богов. Хотя, такое. Но я чернокнижники, думаю, хорошая тема будет. Почти уже 10-й. Сейчас посмотрю, что у меня на 25-м упадет. Если с первого раза падает посох, то играем через хитреца. Если посох не падает, то будем играть немного иначе. Можно, конечно, знаете, как еще сыграть? Можно поставить себе 6 магов и 4 кунг-фу. И играть через хитреца. Но тоже я хочу именно чисто через панд поиграть. Попробовать вам показать, насколько панды сильны. Можно было бы, знаете что, сейчас активировать реликвию яиц и собрать себе хитреца в 3 звезды. Но я хочу 10 взять. Может, мне сейчас до 10 еще попадают хорошо. Марси у меня двухзвездочная там есть. Можно еще и Марси будет сверху собрать. Короче, я спешить не буду. Потихоньку, понемножку, размеренно. Ля, как на мобов срабатывает синергия кунг-фу. Вот темпларка это заноза такая, что ну ее в баню. Темпларку будет очень тяжело мне уничтожать хитрецом. Так, отлично. Посох 3-го тира есть с первого раза. Еще и берсерк там нашли. Берсерка нашли, это плохо. Это очень плохо. Это плохо, плохо, плохо.
Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Там воин нашел себе берсерк. Это очень плохо. Воин может быть огромная проблема для меня. Если он собирает себе берсерков 2 звезды, находит хорошие предметы, он может меня разорвать в легкую. Только если будет у меня хорошо ваншоты срабатывать, тогда я его снесу. И чел, если темпларку себе найдет 2 звезды, тоже будет огромная проблема. Короче, я двух типов вижу, которые создадут мне огромных проблем. Есть, конечно, еще и маги, их мы не списываем со счетов. Но против мага у меня есть как бы магическая защита. Как же контрить воинов сейчас? Но я думаю, синергию духов поставить, потому что будет немного еще синергии чернокнижников. Разор, отцепись. Отцепись, пожалуйста. Прикинь, не... А вот, кстати, и минус игры через синергию кунг-фу. Ты рассчитываешь на то, что будут ваншоты. А игра тебе говорит: «Ха-ха, не-не-не-не, дорогой. Слишком многого ты хочешь». Ready for a heart-racing experience, hun? Не хочу спешить, если что, ролится. Мартретка там, конечно, внушительно смотрится. 9 магов там себе нашел и Зевса, и Джекира. Проблема. Я думаю, хотя на самом деле не особо-то и проблема. Он вылетит сейчас. Проблема в том, что я могу сильно в табло получать. Я могу очень много хп потерять. Так, чел с винстриком, здорово. Заберу или не заберу? Ставим ставки. Давай, давай, давай. Синергия кунг-фу, срабатывай, срабатывай, срабатывай. Давай, 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 не подкачай. Хорошо. Ай, у него хаотичный договор. Ой-ой-ой, мне там генерал пришел. Еще один хитрец пришел. Так, я буду темпларку покупать, чтобы чел не получил себе темпларку. Нельзя, чтобы он получил себе темпларку в 2 звезды. Да тут бы и берсерка в самом деле покупать. Чтобы чел берсерка себе не получил 2 звезды, потому что будут проблемы. Разор почти с 20 стаками на посохе. Ну, короче, есть 2 опасности. Во-первых, для меня опасен воин. Я по нему мало урона наношу. Посох не настаканный, поэтому я буду сейчас по нему очень мало урона наносить. Он еще и сверху немножко морских поставит. Вообще будет жестко. Нормально. Этого мага я снес в легкую. Пока что самый главный минус в том, как же хорошо идет. Можно было бы магическую панду... Ой-ой-ой. Можно было бы, конечно, магическую панду продать. Но я пока не хочу спешить. Мне бы в целом еще и предметы поискать. Только вот какие вопросы? В идеале, конечно, найти себе предметы 5-го тира. Это щит 5-го тира и Мьёльнир 5-го тира. 2 имбы. Почему это 2 имбы? Объясняю. У вас есть посох 3-го тира. Посох 3-го тира не только урон от способности повышает магический, а он в целом магический урон повышает. И вот молнии 5-го тира, они работают как на тычку, так и, соответственно, когда вас бьют, есть вероятность, что сработает синергия кунг-фу. И, соответственно, там не 200 урона магического летит, а 600. Это все есть триггер для синергии кунг-фу. Поэтому имейте это в виду. У меня посох ужасно стакается. Ужаснее некуда. Это плохо. Это очень плохо. Етить, колотить. У него перчатка. Не, ну, берсерк под перчаткой — это ужасно. Для меня ужасно. Я могу его не снести. У него еще и синергия морских немного.
Ладно, пока не будем паниковать, у меня хпшка есть, что-нибудь придумаем. Мне бы посох 20 стаков, и вообще проблем не было бы. Хитрец пришел. Двойные мобы, отлично! Так, ладно, магическую панду продаем. Ставим сюда темпларку. Это мы скипаем. Это нам не надо. Это вот так вот. Бэмс. Молнии сюда. Так, поехали. У меня 80 монет, поехали. Ролится. Яйцо раз. Яйцо 2. Яйцо 3. Бэмс. Духа пятерку продам, он мне не нужен. Оп, квапа. Хорошо. Квапу тоже соберем. Немножко синергии убийц, немножко синергии эльфов. Под Марси норм. Так, хитрец у меня заряжен, но воин все равно может меня спокойно вынести, потому что он мне тупо возвратку уничтожит. Но будем надеяться, что нет. Больно. Сноси этого мага. Хорошо. Отлично. Ой, отлично. Остался один маг и воин, все. Так, Марс идет, хорошо. Мне бы вообще эти клеверы поскипать бы все. Генерал, отлично. Пивная панда шикарно, все это убираем. Мне надо 2 яйца, либо 2 Марси. У меня будет Марси в 3 звезды. Посох уже чуть-чуть подстакался, это хорошо. Пивную панду сейчас закину. Предмет первого тира. Так, здорово. Ну-ка посмотрим. Так, берсерк у него пока в 1 звезду. Это не для меня нормально. Самое главное, чтобы сейчас Дум нормально летел. Ну, видите, просто кусок хп себе оторвал. Нормально, нормально. Живем. Живем, отлично. И синергия кунг-фу отлично сработала. И хитрец хорошо способ постакал. Ля, у меня сейчас генерал в 3 звезды может быть. Темпларка еще идет. Еще яйцо, отлично. Так, ну что, 1 яйцо закидываем в генерала. И 2 яйца закидываем в Марсе. Прекрасно. Что делаем дальше? Три панды у меня 3 звезды. Хочется еще и Эмбера сверху в 3 звезды. Так, клевер закидываю сейчас, если что, в Марсе и во всех остальных пан. Почему? Потому что повышаешь вероятность, что сработает синергия кунг-фу. Там Челси Берсерка нашел 2 звезды. Вот это уже проблема. Не бей хитреца моего! Хорошо. Забрал. Отлично. Один хп у мага остался. Минус в том, что я посохи потерял. Ой, посохи потерял. Стаки на посохи потерял. Это огромный минус. Сейчас маг вылетит. Предметы паролю. Темпларку, если что, поставил 2 звезды, но чисто для того, что это такой неплохой танк. Тупо неплохой танк. Сейчас я на 35-м раунде активирую рейд ночных зверей, чтобы было куча дракончиков, кучу предметов получить. Так, все, маг, давай, откисай. Все, тебе надо в next ехать. Топ-3 занял и хватит с тебя. Все, пока. Отлично. Молнии сработали, кстати, я его молниями вынес. Ля, как идиот.
Мне осталось чуть-чуть, и у меня будет Эмбер в 3 звезды. Надо еще Квапу в 2 звезды хотя бы. Надо 5-й тир искать. Щит нужен. Или все-таки с 4-го тира поискать. Не, надо 5-й нужно искать. Все, хрень. Щит, отлично! Вот так сделаю. Повышу себе урон немного. У него там, конечно, хорошие предметы. Если ему сейчас еще упадет на магический деф, это будет проблема. Драконий рог, башер. Сложный выбор. Возьму драконий рог. Юную панду закину так. Ну, это все нам не надо. Очищающая сфера тоже не очень. Мне шарбезно бесполезно упал, понял. Это есть проблема. Я буду себе чуть-чуть собирать. Сюда, Эмбер в 3 звезды. Сюда. Я буду себе чуть-чуть духов собирать. Подстраховка трусов должна быть. Ой, хорошо, там половину хп ему тупо снес сразу. Жить, 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 жить. Ой, хорошо. У него, конечно, прекрасные предметы. Отлично. 7 хп оставил. Бог рандома, не подведи. Пусть срабатывает синергия кунг-фу, как сейчас. Не подведи меня. Тупанул немного, если что. Продал Марфа, хотя надо было его не продавать. Сейчас все тупо будет зависеть от того, как у меня будет срабатывать синергия кунг-фу. Будет синергия кунг-фу хорошо срабатывать, будет отлично. Ай-яй-яй-яй-яй. Боже, как у меня разорвал. И щит 5-го тира ни разу нормально не вернул урон, прикиньте. Как меня бесит этот щит 5-го тира. Тупо бесит. Не может адекватно отразить урон, когда надо. Бесит. Очень бесит. Хекс еще нашел. Ой-ой-ой. Жить, 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 жить. Да ты угораешь. Сноси, сноси, сноси его, сноси. Как больно за этим наблюдать. Четыре хп. Шансы есть. Шансы есть.
Генерал, попади камнями как надо. Попади камнями как надо. Застань берсерка, пусть он почилит, посидит. Пусть почилит, посидит, подумает над своим поведением. Бэмс. Ой, хорошо, камни полетели. Отлично. Никого не снес, но камни полетели. Еще раз. Не туда. Ля, ты так мне урона наносишь своими топорами-то. Видели, он просто моему хитрецу пол табла оторвал. Без арчида. Не знаю, надо сейчас ставить себе синергию духов и не париться пытаться. Все стаки уже пролюбил. Так, это убираем, это убираем, это убираем. Это тоже убираем. Хекс, отлично. Хекс тоже хорошо. Полетит в берсерк, а берсерк будет отдыхать некоторое время. Хотя там же сейчас рандомно будет лететь Хекс. Почему? Потому что у него же горный вождь в 2 звезды. И берсерк 2 звезды. Там будет рандомно лететь. По механике должно в ближайшую цель лететь, но оно рандомно летит. Боже, как мобов шотнуло. Просто разорвало их. Марси топ-1 по урону. Now that you've seen me, guess it's time for you to go hydrate. Go on, grab a drink. Предметы, конечно, не очень хорошие падают. Я надеялся, что хотя бы какой-то безоружие условно упадет. Так, отлично. По идее, берсерка сейчас должен спокойно разорвать. Так, и не... отлично. 6 духов у меня есть, хорошо. Клопа не идет. Плохо, что не идет. Аппарат в 2 звезды. На самом деле, аппарат такой ужасный герой сейчас. Тупо 6 стаков на посохе. Какая боль. Не знаю, давай сейчас так попробую, чтобы зимние объятия были на... В хитреце так больше урона нанесется. Может тогда сработает синергия кунг-фу. Просто понимаете, сейчас может сработать синергия кунг-фу, и я его тупо разорву. Пару раз и все. Ой-ой-ой. Ой, Хекс полетел в него, отлично. У него берсерк в 3 звезды. А где мой хитрец? А, вон он летает. Вот насколько жесткие все-таки эта перчатка. Насколько же она жесткая. Не было бы у него этой перчатки, я бы уверен, что было бы намного лучше мне. Ладно, сейчас поставим синергию духов. У меня предметы еще не очень хорошие упали, если откровенно честным быть. Я надеялся, что с 5-го тира мне упадет перчатка по итогу. По итогу упал болт. Ладно, это последний раунд все равно будет сейчас. Ставлю 6 духов. Закидываю Керри Марси. А вдруг? А вдруг? Посох 3-го тира, если что, я тоже закинул в Керри Марси. Потому что у нее последний тик наносит магический урон. Будет наносить чуть больше. Ну и я Керри Марси поставил чисто из-за того, что... она быстрее тычки нанесет по синергии духов. Там же, чтобы синергия духов нанесла урон, он отставил берсерка. Ёперный театр. Какая ты просто ай-яй-яй. Чтобы вы понимали, меня только в контроле продержали все это время. Какая обидная игра. Хорошие предметы. Хорошие. Но не совсем.
Берсерков 3 звезды наролил, ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Больно, больно в ноге. Обидная игра. Не передать словами, насколько обидная игра. Не знаю, может, я не доиграл. Либо же мне тупо не фартанул. Но в конечном раунде у меня тупо Марси не вышла из контроля. Она сидела, чилила в контроле и все. Надо было обратно оставлять хитреца и... Дай бог, что все прокнуло как надо. Через синергию духов. Но план был надежный, словно швейцарские часы. Ладно. Но мне кажется, мне тупо по предметам не фартануло что-то. Не, ну фартануло и не фартануло, можно так сказать. Потому что я на самом деле хотел еще найти себе радик в 4-м тире. Да, он хоть раз в 3 секунды срабатывает, но это 100 чистого урона, плюс уклонение по области дает. Плюс просто дает уклонение. Не факт, чтобы это помогло, не факт. Ну просто так тупо. Щит 5-го тира так плохо поработал. Ой, ладно, короче. Катка на самом деле годная. Мне очень она понравилась эта игра. Давно такого лютого пандапада не было. Жалко, конечно, что, ну, не знаю, вроде бы как раскрыл пандапад, а вроде бы как бы не раскрыл. Не знаю, короче, что думаете вы? Напишите в комментариях. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, кто еще до сих пор не подписан. И у моего канала есть телеграм-канал, который закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!